Привет, друзья! Соблазнилась я на покупку велосипеда, как и говорила, что собираюсь купить. Вот теперь у меня он есть. Мы, значит, катались уже где-то 8 километров по городу в одну сторону и 8 километров в другую. И было нелегко, но прикольно. И сейчас поедем на более длинную дистанцию, но не очень, на 12 километров от нас, от места, в котором мы живем, в замок или аббатство, будет правильнее сказать, под названием Тынец. Это такое аббатство, которое находится на вершине скалы, у него очень длинная история, но подробнее расскажу уже на месте. Не знаю, какая дорога нас ждет, не знаю, будет ли там велодорожка, будет ли там трасса и вообще какого там все качества, знаю только расстояние. Примерно ехать 40 минут, но мы точно будем ехать дольше, потому что нам нужно будет снимать кадры по пути. Сегодня еще поговорим про хайповое видео What is Ukraine, там, где нарезка всяких кадров из клевых, красивых мест страны Украина, которое видел, наверное, каждый, оно завирусилось, и на него куча пародий, ну, в общем, вы наверняка его видели. Хочу с вами обсудить, что не так с этим видео и почему мне оно абсолютно не понравилось. Ну, короче, что разговаривать? Надо ехать. Конечно, это заняло не 30 минут и не 40 минут и даже не час, а мы, наверное, добирались часа 3. Это было нелегко, но прикольно, и мы наконец-то на месте. Мы приехали в аббатство под названием Тынец. Ему где-то 1000 лет, доподлинно неизвестно сколько конкретно, но где-то так. Я, честно говоря, по пути сюда, я в жизни не видела такое количество велосипедистов. Просто сегодня первый день после тех снегопадов в апреле, первый теплый день, и поляки массово, и мы в их числе решили выехать на природу. И все на велосипедах, с детьми, с собаками не видела, но с детьми точно очень много людей. И если честно, то я ожидала, что мы будем ехать по обочине трассы, ну, по крайней мере, я на карте смотрела и видела просто дорогу, и что мы будем ехать по ней. Я думала, мы будем ехать по обочине. Но оказалось, что это отдельная дорога для велосипедистов, по которой мы ехали. И трафик там сумасшедший, похлеще, чем на автострадах. Мы даже попадали в велосипедные пробки. Сейчас пойдем, зайдем вовнутрь. Сейчас, конечно же, никакие экскурсии, ничего такого не работает, но хотя бы погуляем по внутреннему дворику. Мы поднялись уже наверх этого аббатства. Я немного замков видела в своей жизни, и этот мне очень сильно напоминает королевский замок Вавель в Кракове. Нашли здесь открытую кофейню, внутри, конечно же, сидеть нельзя, и на улице вообще тоже должно было бы быть нельзя, но все сидят, и вообще здесь очень много людей, все валяются на травке, приехали на велосипедах вместе с нами по той же самой дороге. Мы заказали себе пироги, микс, здесь пироги с разными начинками за 16 злотых, и у меня такой квас за 9. Квас, кстати, не очень, пиво вкуснее. Как я уже говорила, аббатству этому около 1000 лет. До конца мы не знаем, кто его построил, какой из польских королей, как и по каким причинам оно здесь появилось, но тем не менее оно долго оставалось таким сердцем духовной жизни Польши, развивалось, росло. В какие-то моменты, конечно, здесь проходили какие-то войны рядом, разрушения, но потом заново все отстраивалось, менялась архитектура зданий, и в принципе аббатство жило своей жизнью. В 17 веке начались действительно тяжелые времена для аббатства. Сначала шведы оккупировали Польшу, в 18 веке вообще его превратили в крепость. Здесь перестал быть монастырь и исчезла вообще духовная жизнь. А костел, например, вообще был сожжен во время осады Суворовым. Вы сейчас видите, в принципе, на фотографиях, как это все выглядело уже в 20 веке. Практически все здания здесь были разрушены. Перед войной сюда уже пришли жить какие-то монахи. Планировалось восстановление всего этого аббатства. Вторая мировая разрушила все планы, и только к 2008 году удалось все сделать таким, каким оно выглядит сейчас. Но несмотря на все тяжелые времена, века разрушений, тут не было практически ничего. Сейчас люди чилят на травке, приезжают на велосипедах. Мы можем сидеть, пить пиво в прекрасной, красивой кофейне с таким намеком на средневековые интерьеры. Доехали мы сюда на велосипеде по прекрасной велотрассе вместе с тысячами, мне кажется, людей в этот день. Конечно, в одном месте идет стройка, и там было немного грязи, но
это ерунда. Так вот, это я все к чему? К тому, что сегодня я хочу обсудить туризм в Украине и то, как там относятся к памятникам истории. На примере вот этого завирусившегося видео, которое все постили себе в Инстаграм-историях, потому что, капец, смотрите, какая классная Украина и как круто по ней можно путешествовать. У меня вообще очень часто горит от всяких вирусных видео, которые люди распространяют у себя на страничках, потому что так как-то случается, что часто они несут какую-то, ну, нельзя сказать фейковую информацию, но просто какие-то они глупые и бессмысленные. Конкретно с этим видео я решила посмотреть, загуглить. Там под каждой локацией, где автор делал свои снимки, написано, что это за место. Я решила загуглить и посмотреть, как вообще туда добраться, где эти места находятся, потому что автор же призывает иностранцев в первую очередь, ну и как и самих жителей Украины, ездить, открывать Украину новую для себя, посещать все эти места. Что первое интересует человека, который захочет туда поехать, как туда добраться. Вот я и решила посмотреть. Первый в списке у нас популярный высокогорный курорт в Карпатах под названием Драгобрат. И первое, что я вижу, когда я гуглю этот курорт, если вы решили отдохнуть на нем, нужно учитывать, что непосредственного транспортного сообщения с этим курортом нет. Авторы статей, которые пишут о том, как туда добраться, говорят, что можно там, в общем, добираться на каких-то маршрутках, но конкретно уже в горы нужно у местных жителей арендовать, каким способом, я не знаю, наверное, звонить по телефону, какие-то большие автомобили полноприводные, потому что это горы и просто так туда не забраться. Следующий в списке у нас Червоногородский замок. Он находится во Львовской области. Думаю, проблем с добиранием таким, как на Драгобрат, там не будет, но, понятное дело, какого-то автобуса, который довез бы вас из ближайшего населенного пункта прямо туда целенаправленно, нету, и в интернете, скорее всего, билет такие купить нельзя. Но вы просто посмотрите на Червоногородский замок. Это не замок, это руины. Первый комментарий, который я вижу в Гугле, женщина пишет, что от замка осталось 1,5 башни, и те скоро могут рухнуть. Простите меня за дезинформацию, вот как раз женщина пишет, что добираться туда можно только на собственном автомобиле. Что делать людям таким, как я, у которых нет собственного автомобиля? Не ехать туда, я так понимаю. В принципе, все комментаторы говорят, что очень жаль, что такое классное здание находится сейчас в таком состоянии и действительно скоро может рухнуть. Но в третьем комментарии женщина говорит, что да, очень сложно добраться и непонятно почему, но при въезде на территорию какую-то вокруг этого замка берут плату. Ну, а почему бы и нет? За замком мы не следим, он скоро вообще сотрется с лица земли, навсегда будет похоронен под развалами, но плату мы берем. Я не знаю, в чем логика. Напишите в комментариях, пожалуйста, если вы понимаете, в чем логика. Следующее в списке у нас Кенбурнская коса. Прямо на косе, если вы туда доберетесь, там есть кемпинги, где есть электричество, какой-то обслуживающий персонал, туалеты, организованные каким-то образом. Туда нужно ехать, понятно, со своими палатками, спальниками и прочим оборудованием, чтобы там переночевать и жить какое-то время. Но плата за безлюдность – это, конечно же, сложность в добирании туда. Сначала вам нужно плыть на катере по морю, а потом на очень старых непонятных грузовиках добираться прямо уже конкретно до этого кемпинга. Честно, друзья, поехала ли бы я, человек, у которого нет знакомых, которые работают в том кемпинге, или знакомых, которые там не бывали и не могут мне рассказать, как конкретно, куда и зачем, я не рискую ездить в такие путешествия. Я никогда не поеду в место, в которое я не могу загуглить, понять, узнать цену, сколько денег мне нужно будет брать и конкретно знать, в какое время, в какой точке я смогу находиться. Следующая локация с видео – это Родина-Мать, которая находится в Киеве. Ну, в принципе, Родину-Мать мы все видим, и ее там видно со многих точек самого города Киева, поэтому тут проблем с тем, как до нее добраться, точно не будет. Остров Джар-Глач. Чтобы добраться на остров, нужно добраться до ближайшего населенного пункта, и это город Скадовск. И угадайте что? В Скадовске нет железнодорожного сообщения. Поэтому ближайшее место, куда вы можете доехать, это город Херсон. А уже с Херсона на маршрутках, на автобусе или на личном автомобиле, конечно же, которого у вас может не быть, нужно ехать как раз до Скадовска. И тут я решила посмотреть. Я же жила в Харькове последние 2 года. И вот думаю, а вдруг я решила съездить в Херсон из города Харьков? Сколько вообще займет дорога времени? Дорогу на личном автомобиле я вообще не беру. Во-первых, у меня нет машины, а во-вторых, если бы она у меня была, я бы, наверное, не рискнула ехать по тем дорогам, которые находятся на юге Украины на собственной машине. Ремонт бы обошелся дороже. Поэтому ищу поезд. И что? Прямого поезда между 2 областными городами нет. И ехать нужно с пересадкой примерно 16-17 часов. Очень заманчиво, да, для людей, которые работают, у которых отпуск это там, например, 2-3 недели в году. Супер. Кстати, между Краковом и Гданьском примерно такое же расстояние. И если я захочу поехать к морю в Польше на поезде, то у меня это займет примерно 5 часов. Ну, это так, просто интересный факт. Следующее место – это мыс Меганом. Тут тоже я нашла разные
специальные гайды, как туда добраться. Например, если вы едете на собственной машине и вы едете по какому-то восточному шоссе, нужно добраться до 3-й грунтовки, а затем повернуть налево. Ну и, конечно же, можно добраться, если у вас нет машины, на общественном транспорте, на каких-то маршрутках или на каком-то автобусе, но с последней остановки этого автобуса вам придется идти 6 километров, ориентируясь на Маяк. Следующий у нас идет Чернобыль. В Чернобыль добраться очень легко. Я там, кстати, была 2 или 3 года назад. Как и на родину мать, очень легко добраться. Есть экскурсии, автобусы, транспорт, который постоянно возит туристов в зону эту чернобыльскую. Дальше у нас Олешковские пески. Это тоже пустыня на юге Украины, на которую, конечно же, тоже нет дорога. Аскания Нова, до которой нужно добираться маршруткой все с того же Херсона, до которого нет прямого поезда, например, из областного города Харькова. Ну, короче говоря, думаю, в принципе, на этом мы можем остановиться. Я не хочу, чтобы это видео превращалось в какой-то хейт Украины, украинской природы, туризма и всего такого. Украина безумно недооцененная. В Украине есть много прекрасных мест, красивых мест. И все эти места, которые были показаны в этом видео, очень красивые, привлекательные, и мне бы действительно хотелось там побывать. Но мне непонятны комментарии автора видео, который призывает туристов и из Украины, а еще и из-за границы ехать и путешествовать по всем этим местам, потому что Украина классная, красивая страна. Я человек, который прекрасно владеет русским и украинским языком. Я родилась в Украине, я не поеду во все эти места. Я не буду связываться с туризмом, где мне нужно иметь какой-то контакт с какими-то бомбилами, маршрутками, нерегулярными перевозками и прочим. На меня села божья коровка. Божья коровка села мне на пальчик. О, какая упала. И даже если я, не знаю, сошла с ума и решила связаться с какими-то всеми этими вещами, которые я перечислила, то где взять деньги и где взять время? К сожалению, я живу в той реальности, где нужно постоянно и много работать. У меня нет отпуска 30, 40, 50 дней в году, когда бы я могла взять неделю или 2 и просто уехать, потерять связь со всем внешним миром и отдыхать. Мне кажется, в такой ситуации, как я, находится сейчас очень много молодых людей, которые, например, работают, как и я, на себя. У тебя есть несколько дней, которые ты выделяешь себе на отпуск. И когда тебе нужно больше суток только потратить на дорогу до места и обратно, то какой смысл такого отдыха? А вообще, смотрю я на все это аббатство, ну, вы сами думаете, видите, как красиво, и сравнение, которое мне приходит в голову с Подгорецким замком во Львове. Это очень старый, красивый, большой замок. Я, кстати, там была лет 10 назад, мы со школой, с классом ездили во Львов, и вот мы там были, и когда мы там были, мы даже ходили на какие-то экскурсии, но я это плохо помню. Помню, что он был в таком же разваленном состоянии, как и сейчас, и нам говорили, что вот здесь проводятся ремонтные работы, вот скоро он будет красивый, но я сейчас смотрю, что так ничего не изменилось, все в принципе в таком же он плачевном состоянии. Почему я еще вспомнила этот замок? Потому что я была на выставке в Национальном музее Кракова, выставка, посвященная Шимону Чеховичу, это такой художник польский. Выставка называется «Гениуш барокко», она, возможно, до сих пор будет идти еще, когда карантин закончится. Так вот, этот художник несколько лет работал в этом замке и жил, конечно же, и создавал различные картины на религиозные мотивы, ну, тогда это был такой тренд, для украшения этого замка. И вот на выставке, в которой мы были, там даже была воссоздана комната, которая была в этом замке с его картинами. Короче говоря, по степени важности это не самый последний дворец на территории Украины. И самое интересное, что люди туда все равно едут, там куча всяких легенд, какая-то, по-моему, белая дама, какие-то еще привидения. В комментариях на Гугле люди пишут, что ой, там чувствуется какая-то аномальная энергетика. Я, конечно же, не верю в сверхъестественные силы, но, тем не менее, такие легенды есть, и это привлекает туристов. Но, судя по комментариям, внутри там просто полный пипец, никаких убранств там не осталось, а картины, которые там есть, распечатаны на принтере. При всем при этом за вход там тоже берут деньги, по-моему, 60 гривен. За что? Ну, наверное, нужно платить охраннику, какому-то персоналу, который там проводит уборку, какие-то деньги. Что я хотела сказать этими словами? Мне бы очень хотелось, чтобы вместо вирусных видео, которые на самом деле отображают неправдивую информацию, вирусились видео, которые бы призвали людей что-то изменить. Мне кажется, в кавычках вирусное видео, где Зеленский в фирме «Слуга народа» кроет всем, чем только может, депутатов, и то более полезное для всего украинского общества, чем вот это вот видео. Какие выводы должны сделать люди, которые его перепостили или увидели? У нас в Украине все хорошо, у нас так красиво, у нас так много красивых мест. Давайте и дальше ничего не делать и выбирать идиотов на выборах. Я, кстати, голосовала за Зеленского на выборах, но пока не вижу никаких положительных изменений. И вот где я. Нет у украинцев ни денег, ни времени на те путешествия, которые предлагаются в этом видео. Нет личных внедорожников, на которых они бы
могли проезжать по пескам в какие-то интересные и красивые места. Поэтому шумихи вокруг этого видео я не поняла. Такое видео можно снять хоть про Монголию, хоть про любую страну Африки, про любую страну третьего мира можно снять такое видео, потому что везде есть красивые места, но, к сожалению, это не показатель развития страны. Но зато оно спровоцировало очень качественные пародии, которые на самом деле отображают реальную жизнь в разных городах и местах Украины. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, согласны вы, или, возможно, вы в корне не согласны с моим мнением. Мне будет очень интересно почитать, я читаю абсолютно все комментарии. Кстати, скидывайте в комментариях пародии на это видео, которые у вас самые любимые и понравились вам больше всего. Сидеть-то, конечно, мне очень тяжело, ноги затекли просто жутко, поэтому папа и до новых встреч!